Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. В рамках Gamescom 2024 прошла уже традиционная презентация Future Game Show от GamesRadar+. Организаторы представили десятки игр и трейлеров, расскажу о некоторых из них. Показали геймплейный трейлер следующей игры авторов Черной книги. Проект носит название «Лихо Одноглазое». Авторы Squirrel with a Gun напомнили о существовании своей игры. Это очередная странная песочница, где зверь-протагонист творит безумство. Марс атакует. Есть такая научно-фантастическая комедия, а теперь будет и игра. Трейлер Mars Attracts предлагает построить парк аттракционов на Марсе, где жалкие людишки — лишь экспонаты. Exoborn — очередной экстракшн-шутер, но с фишечкой. Фишечка — экстремальные погодные явления и броня из грани будущего. Gridfall 2. Что ж, это та самая RPG от Spiders, но теперь 2. Еще показали трейлер Raven's Watch. Это рогалик про сказочных персонажей, и он получил дату полноценного релиза — 26 сентября. Ряд анонсов остался за кадром инфакта, так что с расширенным списком трейлеров можете ознакомиться по ссылке в описании. На Gamescom привезли билд Stalker 2, в который можно поиграть. Благодаря этому появились различные свежие материалы, от интервью с геймдиректором Евгением Григоровичем до впечатлений от демо. В интервью Григорович ничего кардинально нового не рассказывает, но вот в самом геймплее можно обнаружить перестрелки с живыми противниками, процесс сбора артефактов и подметить несколько приятностей, отсылающих к оригинальной трилогии. Например, стелс все еще практически бесполезен, а лежащее на земле оружие может откинуть взрывом гранаты. В демку сыграл и сотрудник Digital Foundry Джон Линнеман. В своем материале он остановился на технических аспектах. Журналист играл на Xbox Series X. Там Stalker 2 работала в 60 FPS. По словам Линнемана, с технической точки зрения игра хороша, а качество графики удивительно великолепно. Консоль во время игры нагревалась, однако это была не потребительская версия, а DevKit, то есть вариация Xbox для разработчиков. Обычно DevKiты приближены по характеристикам к потребительской версии, но могут отличаться по особенностям сборки. На данный момент Stalker 2 собирается выходить 20 ноября. Warhorse Studios выкатила 25 минут геймплея Kingdom Come Deliverance 2. В видео разработчики осветили ключевые системы и механики ролевого экшена. Для ролика выбрали квест, в рамках которого Инжриху необходимо найти двух воинов и уговорить их стать частью оперативной группы мятежников. Первый товарищ увяз в помоях, и Инжриху пришлось искать бездыханное тело в куче навоза. Хотя бы удалось снять с трупа ценный лук, на который, правда, тут же нашлись претенденты. Как уточнили авторы, боевая система в Kingdom Come Deliverance 2 основана на средневековых боевых искусствах и техниках рестлинга. Заколов конкурентов до смерти, протагонист отправился пытать счастье в другом месте. К слову, мир в игре реагирует на поведение героя, его внешний вид и даже запах. Поэтому одна из селянок довольно нелестно отозвалась об Инжрихе после ковыряния в нечистотах. Смыть с себя аромат приключений поможет баня. Обитатели Kingdom Come Deliverance 2 занимаются своими делами и живут по собственному расписанию. Хотя иногда они могут отвлечься от бытовухи и докопаться до героя. Например, незнакомец может обратиться за помощью, но в итоге вытащит звонкие монеты из кошеля главного героя. Пользователи смогут отыгрывать совершенно разного протагониста, от примерного рыцаря до опасного прохвоста, который никого не жалеет. Если сеять слишком много хаоса, Инжрих может оказаться у позорного столба и страдать от ударов плетью. Вернемся к квесту. Второго нужного человека Инжрих нашел в одной из деревень. Поляк попал под горячую руку местного мясника, так как слишком усердно любовался его женой. Протагонист успел вовремя, но неверно подобранные слова не предотвратили повешение. В итоге пришлось зарубить палачей, чтобы вытащить поляка из петли. Kingdom Come Deliverance 2 увидит свет 11 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. На русский язык в игре переведут только текст. Студия Supermassive Games представила очередной кинематографичный хоррор — Directive 8020. Похоже, компания постепенно отказывается от бренда The Dark Pictures. Словосочетание A Dark Pictures Game лишь ненадолго возникает в конце дебютного трейлера. Во вселенной Directive 8020 Земля погибает, и человечество стоит на краю пропасти. В поисках нового дома люди отправляют корабль на планету Таукита F. Судно терпит крушение, и вскоре выясняется, что члены экипажа не
единственные живые существа на планете. Словно тварь из фильма «Нечто», здешний враг умеет превращаться в людей, поэтому доверять нельзя никому. Судя по первым сведениям, Directive 8020 — это уже не интерактивное кино, а хоррор-экшен, где есть стелс-механики и бои с применением импровизированного оружия. При этом авторы обещают и традиционный для The Dark Pictures нелинейный сюжет. Помимо одиночного режима, планируется онлайн-кооператив для 5 человек. На странице ужастиков Steam также упомянута совместная игра за одним устройством. Релиз Directive 8020 назначен на 2025 год. Платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, подтверждены русские субтитры. Студия Rebellion, известная прежде всего по Sniper Elite, готовит Atomfall, одиночный выживач Великобритании 50-х в антураже после ядерной катастрофы. На Gamescom авторы показали свежий трейлер и обозначили сроки релиза. В основе сеттинга Atomfall — реальная авария в Уиндскейле, когда в 1957 году загорелся реактор атомного комплекса на северо-западе Англии. Сюжет игры разворачивается спустя 5 лет, когда вокруг Уиндскейла образовалась карантинная зона, охватившая живописные деревеньки и загородные пейзажи Великобритании. Но в этих землях есть мрачная тайна. Чтобы раскрыть ее, предстоит пробираться сквозь военные лагеря, погрузиться в заброшенные подземные убежища и рискнуть жизнью в языческих руинах. Несмотря на сходство завязки со Сталкером, атмосфера игры больше напоминает Fallout. Также авторы обещают множество эксцентричных персонажей и тайных организаций. Запуск Atomfall состоится в марте 2025 на ПК, PlayStation и Xbox, в том числе через Game Pass. Заявлен текстовый перевод на русский. Во время Gamescom Opening Night Live Microsoft подтвердила, что Indiana Jones and the Great Circle отправится в том числе и на PlayStation 5. Однако полгода назад босс Xbox Фил Спенсер уверял, что Индиана Джонс на консоли конкурента не появится. Руководитель уже успел объяснить, чем обусловлена данная перемена. Спенсер напомнил, что во время февральского шоу Xbox он заявил, мол, компания понаблюдает за успехами своих игр на консолях конкурентов и будет принимать решения в зависимости от результата. Если все будет хорошо, может появиться больше портов. Судя по всему, с портами все было хорошо. Он подчеркнул, что для игрового подразделения установлена крайне высокая планка внутри Microsoft, поэтому руководству Xbox приходится думать над улучшением целого вороха показателей. Нынешняя стратегия с релизами игр на сторонних платформах помогает подразделению расти. Упомянул Спенсер и давление, которое испытывают все участники индустрии, а также заявил, что традиционные способы дистрибуции игр продолжат изменяться. А расположение классных материалов про игры не изменилось. Это все еще stopgame.ru. Там можете найти новый выпуск рефанда про целых 10 достойнейших игр. Ставьте лайк и хорошего вам четверга. Пока!